Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. 3-4 марта в нашем городе состоялся фестиваль или маркет, я не знаю, как назвать, называется «Мартовский кот», проходил в городской библиотеке, и здесь это от города мастеров. И все мастера, которые зарабатывают на своем увлечении, которые поставили свое увлечение уже на поток, имели возможность не только продемонстрировать свои изделия, но и продать. На меня вот это вот невообразимое впечатление произвели вот эти вот, это мыло, а сделано в виде выпечки, зефиров, каких-то невообразимых вкусных вещей. На самом деле это мыло. Я себе тоже купила здесь и на подарки купила. Вот эти букеты это тоже мыльные. Не у всех были ценники, но там, где были, я по возможности их показываю для того, чтобы те мастерицы, которые тоже планируют заняться продажей своих изделий, могли хотя бы примерно прикинуть порядок цен. Я не знала, но оказалось, что такого плана мероприятия регулярно проводится у нас в городе, и не только в нашем городе, а по всему Пушкинскому району. Вот сейчас перед Масленицей был в Хотьково, но во многих городах, и в Щелково, и в Пушкино проводятся именно такие мероприятия для того, чтобы мастера могли реализовать свою продукцию, найти новых клиентов. Тут очень многие давали свои визиточки, поэтому можно было взять визиточку, потом заказать к определенному дню что-то. Это тоже мыло, представляете? Вот это букет, это мыло, такая красота. Я думаю, что вы в своем городе тоже можете узнать, проводятся ли такие мероприятия от города мастеров. Поищите в интернете. Вот это вот валенные вещи. Представляете, какие накидки? Я даже не знаю, как назвать это. Это просто красота неземная, с цветами. Очень красиво, интересно, оригинально. Очень мне понравились эти вот изделия. Цену я, правда, не уточнила, но если вам понравится это видео и вы напишите, я на других таких мероприятиях тоже обязательно поприсутствую, и там уже уточню ценники какие. Вот такие вот прям жакеты тоже валенные, я не знаю, из чего они, из какой шерсти. Шапки, варежки, ну все что угодно, украшения. Мне прям очень много именно такой. Вот пэтчворка, вот того, каких-то вышивок, вот чем я занимаюсь, я здесь не увидела практически. Вышитых вещей вообще никаких не было. Смотрите, прямо как бабочки. Накидки такие, бабочки. Класс. Очень здорово и нарядно, и красиво. Очень много игрушек всяких разных, в разных техниках исполненных. Вот это шоколад. Самые разные тоже наборчики. Ну, перед 8 марта очень удачно, да, вот в районе до 1000 и даже до 300 рублей можно было купить подарки к празднику, просто порадовать родных, знакомых, коллег. Одновременно во время вот этого вот маркета здесь выступали детские коллективы танцевальные, и благодаря этому родители пришли посмотреть, как дети выступают, и родители заодно и покупали. Была организована лотерея и конкурс вот этих вот изделий любых, можно было проголосовать, и я, кстати, выиграла мыло в лотерею, но там очень многие выигрывали. Вообще этот фестиваль был двухдневный, но основная масса людей все-таки и мастеров была в первый день. Во второй день я пришла, потому что был розыгрыш лотереи, но народу было уже не так много. Кроме того, проводились мастер-классы вот по макраме, я видела. А здесь Здесь квест для детей. А квест? Мастерская натуральной косметики. Да. Мы стараемся, чтобы косметика приносила не только, как говорится, физическое удовольствие, да, то есть красоту наводила на лице, но еще, чтобы она эстетически была красивая. Мне, кстати, понравилась очень идея, такой чехольчик для подарочной шоколадки. То есть его сверху здесь вот открывается. Сюда шоколадочку вставить. Можно использовать как очешник, кстати, тоже. Детские коллективы тоже очень порадовали. Скорее, Карабас, зови
помимо игрушек вязаных, еще вот вещи, всякие шапки, тапочки, все что угодно, вязаное крючком. И мне очень понравилось из эпоксидной смолы вот такие вот изделия, очень красиво выглядят, какие-то прямо чудесные вещи. И тут видны ценники кое-где, можно увидеть цену, если кто-то увлекается, сравните с тем, что вы делаете по ценам. Какие-то и брелочки, и книжечки, и вазочки. И тут же рядом проводился мастер-класс тоже для тех, кто хочет научиться изготавливать вот это все. Ну, в основном детки сидели, учились. Это панно, букетики, украшения для интерьера. Опять вот здесь вязаные уже из джута корзиночки. И посмотрите, вот справа я сразу не заметила. Заметила только, когда уже монтировала. Вот эта сумочка в правом нижнем углу очень мне понравилась, интересная. Доски нарядные, декоративные, разделочные. Это уже наша тема. Вот этот пэтчворк, коврики тут, вязаная сумочка. Подставка под горячее. Вот это вот в стиле георгин. Это тоже сумочка. Эта женщина, кстати, вот летом я выкладывала, был конкурс, фестиваль цветов и цвета. Она тоже участвовала там. А одеяло сколько такое? 3000. Это детское? Это детское. Есть точно такое же, но взрослое. Точно. А взрослое сколько? 5. Просто неземная красота. Эти вот по 1000. Это итог просто красавчик. Вы профессиональный художник, да? Ну что вы? Нет? Я вас умоляю. Даже из начинающих только. Очень красиво. Это вот уже из какого-то итальянского пластика специального. И украшения, и брелочки, и я не знаю, что это такое, брошки, может быть. Очень симпатично. Здесь вот во многих рисунках применяется золото. Здесь вот сам рисунок золотом нанесен. Тут тоже рисунок золотом. Вот здесь рисунок золотом. А есть заливка, называется. Это поверхностная роспись. Вот это тоже поверхностная роспись. А есть заливная. Сейчас я вам покажу. Это золотом. А по золоту наносится рисунок. Прям настоящее золото? Нет, конечно, художественное. Я же должна уточнить. А то вдруг эти доски на вес золота. Эта мастерица на меня произвела неизгладимое впечатление. Она и доски эти рисует, и картины у нее, посмотрите, какие нарядные. И она еще и шьет. Картины, кстати, 2500. А жилетку вы сами делали? Да, сама. Видео заготовки делала и шила сама. Эта милая дама разрешила мне снять полностью ее весь образ. Юбку она тоже сшила сама и с удовольствием продемонстрировала. А это пряники, букеты из пряников, ромашки, тюльпаны к 8 марта подготовились мастерицы. Было очень много игрушек, на нескольких столиках представлены разные самые игрушки. Вот здесь вот мне понравились. И, кстати сказать, не очень-то дорогие они, а так как здесь еще детские коллективы выступали, я думаю, они пользовались спросом, эти игрушки. Вот эти самые верхние, которые самые большие игрушки, я спросила по 5000. Ну и в конце видео еще одно детское зажигательное выступление. Мне оно очень понравилось, надеюсь, понравится и вам. Поставьте лайк и напишите комментарий, было ли вам интересно.